Всем привет! Читаю ваши комментарии и вижу, что многие спрашивают меня про соду. Выполняю. Я вспомнил, что видел такой белый порошок с надписью «Сода» на кухне. Туда и отправимся намешивать зелье, чтобы угостить наших клещей. Пока намешиваю, расскажу вам немного про соду. Расспросив жену про этот загадочный белый порошок, заодно убедившись, что это действительно сода, я узнал дофига информации про него. Я не буду пересказывать вам несколько часов беседы, но картина вкратце такова. Как антисептик пищевая сода используется в виде крепкого или слабого водного раствора в следующих случаях. Для полоскания при боли в горле, также помогает уменьшить воспаление, для ингаляции при простуде, для избавления от пульсирующей боли после травмы и пореза на пальце, при конъюнктивитах, слабый раствор для промывания глаз, при грибковых заболеваниях ног, при мочке и слабого раствора соды, для обработки мест укусов насекомых. Слабый раствор соды применяют для облегчения кашля, он помогает разжигать мокроту. Для борьбы с изжогой, нейтрализует соляную кислоту в желудке. Для восполнения потери жидкости при поносах, рвоте используют сода-солевой раствор. Для профилактики кариеса, нейтрализация кислот, разрушающих эмаль зубов. Для устранения запаха пота. Раствор соды способствует выведению из организма лишних солей и жидкости. Сода также оказывает легкое абразивное действие, поэтому ее применяют для очистки и отбеливания зубов в домашних условиях. Теплые ванночки соды помогают размягчать ороговевшую кожу на локтях и ступнях ног. И еще много чего там. Наконец мои смеси готовы. В одной тарелочке сода и вода, в другой сода и яблочный уксус 5%. Погнали! Сначала решил использовать соду с водой. А вот и наш первый подопечный. Красавчик, не правда ли? У него все тело подвижное, даже внутри. Заметили? У него внутри все шевелится. Или это мышцы. Короче, качок. И как будто между лапок что-то есть. Гантельки, наверное. Ну, такой серьезный товарищ. Добавляя раствор соды и воды, все так плавно распределяется, что я даже залип на этих пузырьках. Некрасиво. Надо сказать, что сода в воде до конца не растворилась, по всей видимости выпадает в осадок и создает некое движение. Это самое движение сносит моего клеща с места, сначала одну часть, потом другую. Это дает нам возможность рассмотреть демодекса с разных сторон. Он достаточно активен, скотч уже не сдерживает его движение. Через 10 минут вода испарилась, и картинка стала не такой воздушной. Я добавляю еще воды соды и накрываю покровным стеклом, чтобы вода не так быстро испарялась. И снова красота, течение какое-то и пузырьки. Демодекс полностью отклеился от скотча и куда-то направился. Увеличиваю картинку 400 крат, добавляю еще воды содой. И вижу, что почему-то все начинает темнеть вокруг. Один из пузырьков сел на клеща, и теперь он как будто с фонариком на голове. Наш качок пытается его скинуть, но у него ничего не получается. И я решил ему помочь, и еще добавил раствор, чтобы убрать пузырь. И снова потемнело, а клещ в полудохлом состоянии. Я еще раз добавляю воду с содой и понимаю, что клещ сдох. Пробовал он в моем эксперименте 2 часа, а дальше происходит странное для меня. Вся темнота постепенно уходит и потом вовсе исчезает. И это не за свет от лампы, это прям какая-то обратная реакция. Мы снова можем видеть уже дохлого демодекса и сделать вывод, что сода с водой его убивает. Продолжаем наши приключения и берем следующий раствор – сода и яблочный уксус. Так, а вот за подопытным надо поохотиться. Мне понадобится нож как настоящему охотнику. Я скребу им по коже и помещаю добычу на предметное стекло, прям так, без скотча, так даже интересней. Вот он мой, второй подопытный, свеженький. На стекло также попадают частички кожи, и у нас с вами есть возможность посмотреть на то, как ловко клещ демодекс ориентируется в кожных тканях. Мне даже на какой-то момент показалось, что он ест этот кусочек кожи. Увеличил 400-кратно, а нет, вроде не ест, или ест. Непонятно, чем он занят, но перемещается бодро, я бы сказал с уверенностью. Дай, думаю, выключу ему свет и покажу вам клеща в темном поле. Красиво, правда?
Пока наш подопечный нашел себе какую-то игрушку, недалеко от него я вижу еще одного представителя Демодекса. Удачно сходил на охоту. Его тоже хочу вам показать, как движется, его скорость и размеры. Добавляю шипучку, соду и уксус. Смотрите, как прикольно. Но серьезно, я вот ни разу не наблюдал реакцию соды и уксуса под микроскопом. Как выглядят те самые пузырьки, что делают выпечку воздушной. Так, что-то я увлекся. Где там наш клещ? Через пузырек можно увидеть нашего подопытного. Он мертв. Сода и уксус почти сразу вызвали смерть Демодекса. Я пытался найти второго красавца, но не смог его разглядеть. Полагаю, он тоже сдох. Второй подопытный пробыл в растворе соды и уксуса 10 минут. Делаю вывод, что сода действует на Демодекса смертельно. На этом все. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч!